Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня у нас в обзоре будет самый главный, самый знаменитый из линейки аватаров. И это у нас, как вы уже догадались, Аанг. У него есть конек, у него есть защита, есть прибавка к скорости передвижения. То есть он такой маленький, шустрый, но тем не менее он еще и защищенный. С правой стороны у нас урон по физическим повреждениям, область эффектов перезарядка, все банально и стандартно. Здесь у нас плюс 100% к здоровью, плюс 10% к длительности статус эффектов. Это хорошее глобальное усиление на самом деле, потому что длительность статус эффектов, то есть у нас с вами дольше будет действовать поджог, заморозка, замедление и так далее. Вот это все. Все герои, которые разделяют фракцию, получат у нас множитель к урону 5 сотых. Да, 5 сотых. И это на самом деле достаточно много. И все герои у нас с вами получают плюс 1 снаряд. Жирно более чем. То есть очевидно, что герой для получения глобальных усилений, то есть если мы его с вами откроем, нам с вами, всем остальным героям, будет намного-намного легче играть в том или ином режиме, да вообще везде. То есть у нас и мощность прибавится, да, вот эти цифры зеленые, которые мы с вами любим. И легче будет проходиться все то, что мы с вами проходим. И если, допустим, кто-то из вас на каком-то из этапов застрял, плюс 1 снаряд вам в любом случае поможет, должно стать полегче, потому что снаряды, урон, область, там, перезарядка, это наше все. Нам это все нужно. То есть не стоит пренебрегать той же самой скоростью, там, критическим уроном, длительностью эффектов и так далее. Да даже здоровье нужно прокачивать в любом случае. На скиллах, что у нас здесь интересного? Здесь сильный ветер. Вырисовываем посохом дугу ветра, которую затем направляем во врагов. Дуга наносит огромное количество урона. То есть здесь ориентир на урон. Каждые 3 секунды появляется большая сфера воздуха. Враги в сфере получают 3670% урона в секунду и замедляются на половину ровно, то есть на 50%. То есть здесь уже будет работать статус-эффект и контроль. Будем замедлять и контролировать. Здорово, я считаю, что да, это неплохо. Ульта. Всех, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. При полном заполнении Анг на 8 секунд входит в состояние аватара. Он наносит всем врагам поблизости 11 000% урона в секунду. Каждый удар может заморозить, оглушить, оттолкнуть или воспламенить врага. То есть, что это значит? Что ульта у нас может либо то, либо то, либо то, но в любом случае какой-то из статус эффектов у нас с вами будет работать. То есть этот герой, он у нас создан как будто бы для того, чтобы просто вот для забавы. Мы с вами играем, наслаждаемся, и в целом это будет очень приятно, когда мы играем и вот эту всю картину видим. Но понятное дело, что босс, например, у нас уже будет отпадать, потому что нам не нужны ни заморозка, ни оглушение, мы его там не сможем заморозить. Единственное, только что мы сможем, это воспламенить его, да, то есть поджечь. Ну и в целом во всех режимах, в большинстве режимов, кроме босса, это все будет работать, это все будет уникально. Нет, не уникально, это все будет универсально, я хотел сказать. То есть все это будет работать. Поэтому он у нас будет таким универсальным солдатом, и в том, и в том, и в том режиме можно будет пробовать его использовать. Плюс у него получается замедление есть, и все остальное там нет-нет будет добавляться. То есть там можно будет как-то играться с выбором оружия, с выбором палок, с выбором книг и так далее. Давайте перейдем в кузницу, посмотрим, что у нас здесь. Эва у нас идет с вами от урона. То есть книгу урона нужно нам с вами выбирать. Вот, заходим в кузницу и смотрим, какие направления у нас с вами здесь. Так, ну, перезарядка нам не интересна. Мы с вами выбираем область эффектов.
Область эффектов у нас в любом случае будет лучше. Так, здесь всего лишь 3% шанс на удвоение количества снарядов, либо урон по замедленным врагам. Мы с вами помним, что у нас есть скилл, который замедляет врагов, соответственно, мы с вами будем использовать именно увеличение урона по замедленным врагам. 1.05 урона у нас на глобальном усилении добавляется. И Вева, истинная сила всех 4 стихий у нас будет высвобождаться, то есть запускаться. И здесь повышаем шанс срабатывания ультимативной способности на 100%. Либо всего понемногу, либо увеличим шанс срабатывания. Как будто бы пусть вот так вот все и останется. И давайте, знаете, как сделаем? Давайте с вами пойдем в кошмар, потому что все равно в любом случае у нас с вами билеты в подземелье кончились. Давайте смотреть, как это все будет выглядеть именно здесь. И вот тут уже сразу интересно... Так, опять я не то выбрал, да? Да, я выбрал не то. Сейчас мы с вами вернемся. Ну да, стоит ТОВ. Хотел сделать на ТОВ. Увидел Анга и почему-то решил выбрать его. Ой, как много мощности упало. Ну ладно. Все, пошли. Бывает. Такой вот момент, когда увлекаюсь процессом и вот немножко не туда уходит. Так, чтобы нам здесь добавить, давайте вот это возьмем. Даже не знаю. Давайте вот это. Вот так. Так, вот тут волна пошла, и тут он дует, и... прекрасно. Я считаю, что это прекрасно. Все более чем наглядно. Сейчас и в области прибавим, посмотрим. Пошире стало. Мне кажется, что стало. А может быть и не стало. Надо дождаться, когда ульта будет. Давайте длительность возьмем. Перезарядку нет смысла брать. Возьмем урон. Много урона, всех сметает. Интересно, да, вот так вот поиграть. Мы с вами мультфильм этот смотрели, сериал. Быстренько у нас Эва собралось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая красота. И это летит. И вы просто посмотрите. То есть тут достанется всем и вся. Здесь, наверное, уже давайте сейчас вот так вот скорости прибавим. Пусть это все у нас дело будет побыстрее. Мне нравится, однозначно нравится играть более чем приятно. Интересно все это выглядит, все это и летает, и здорово. Давайте скорости прибавим. Так, здесь... ладно, пусть вот это будет. Нет, все-таки, чтобы понять, да? Давайте сейчас как сделаем, как лучше сделать. Давайте сейчас сначала быстренько с вами соберемся. А потом уже вернемся на нормальную скорость и посмотрим, как это все выглядит у нас в обычном режиме. Чтобы долго здесь не сидеть, я думаю, что вам и так все понятно. То есть у него все вылетает. И пламя, и камень, и вода там у него летит, и ветер тоже. Давайте удвоение еще выберем. Вообще, тут прям полный фарш. Вообще, даже... не видно, чтобы кто-то... видно, конечно, что выбегают, но тут же они куда-то исчезают. Непонятно куда, да? Корневище. Так, сейчас вот мы вторую волну переживем. Хотел сказать, тут у нас запустилось, но это нет. Это у нас тут конь бегает вокруг нас. Это его способность.
Здесь у нас не аватар. Ой, тут, ну тут вообще. Кстати, камень. Это вот удвоение. С корневищем путается, да? Ну, может быть, кому-то интересно было на корневище посмотреть. Вот как раз возможность появилась. Да, однозначно надо его пробовать. Если вы его открыли, старайтесь его прокачивать. Если есть, конечно, такая возможность. Сильный герой. Очень сильный герой. Универсальный во всех режимах. Используйте вообще без каких-либо проблем. Но опять же, только вот не в битве с боссом, это 100%. Может быть и в ПВП он тоже там что-то покажет. Кошмар, я думаю, он без проблем пройдет. Интересно будет за него поиграть именно в кошмаре. Ну, здесь-то понятно. Здесь вертикальный уровень, коридорный. И тут уже не особо интересно, потому что урона тут, ну, сами видите, да, какая наглость. Просто стоим, ничего не делаем. Тут автобой. Он сам со всеми задачами без каких-либо проблем справляется. Я вот просто стою и наблюдаю. Так, все, давайте вот обычную скорость поставим и будем смотреть. То есть у нас тут и волны летят, и вода. И вот представьте, да, если мы с вами бегать будем, то, я думаю, проблем абсолютно никаких не будет. Но все это достаточно красиво выглядит, то есть эффектно. И вот позволяет себя вот так вот почувствовать, да, в роли аватара. Интересно же было там в свое время как-то вот, когда смотрели сериал, да, было все это достаточно интересно, и, возможно, кто-то там представлял, как он стал аватаром, там подчинил себе воздух там или еще что-то, или воду, или огонь. И вот мы с вами на небольшой такой промежуточек времени можем позволить себе окунуться вот в такие вот моменты. Так, давайте ускоряться, чтобы долго не задерживать там, и на цифры тоже в целом, я думаю, смысла нет смотреть. Вот такой вот обзор получился на аватара. Напоминаю, что есть группа, в которой можно найти абсолютно всю информацию по игре, полезные таблицы. Также можно найти сборки те или иные по режимам, там какое снаряжение выбирать, какие камни ставить, какие книги выбирать в том или ином режиме. Также есть тир-листы, тир-лист по героям общий, есть тир-лист по палкам, которые мы с вами используем на боссе, мысли антигуманиста, там очень много всего, очень много гайдов написал игрок, за что ему огромное спасибо, поэтому кому интересно, вот тут видите корневище сделала все дело за него, за аватара. Ну, не суть, все равно это не отменяет тот факт, что герой достаточно силен, поэтому пробуйте. Вот, и если кому-то в группу нужно, пожалуйста, напишите мне, я вас добавлю, там уже очень много игроков сидит, от мала до велика, есть и топовые ребята с абсолютно разных гильдий, вообще там большой спектр. Вот, и начинающие игроки, которые во все вникают, во всем разбираются, мы там помогаем. Дружная такая теплая атмосфера, поэтому заходите, пишите, ищите. Все подсказки, все можно найти в группах. Все, на этом обзор закончен. Всем пока-пока.